Есть, ребятки, есть. Всем доброе утро, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля. Если вы не со мной, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Сегодня выходной, середина ноября, суббота, и я приехала на очередной платник, который находится в Минской области, и называется он Кавалерическое водохранилище. Рыбачить я сегодня собираюсь с лодки, рыбачить буду на спиннинг, ловить буду хищника. Заморозки, как видите, на траве иней. Стоимость рыбалки за одного человека с лодки 35 белорусских рублей с нормой вылова 4 килограмма. Так, ну что, давайте посмотрим на водоем. Дровишки. И я знаю, что здесь есть понтончики, которые отмечены цифрами. Значит, такая вот обильная камышовая линия, как видите. Возле сектора есть вот такая вот простая скамеечка, столик и понтончики. Очень много рыбаков, потому что сегодня выходной день, но я специально выбрала такой, чтобы посмотреть, как будет кто отлавливаться, на что люди будут ловить, на чем они катаются, в общем, посмотреть на людей. Вот, мне было интересно, кто как ловит, кто что делает. На водоеме есть карп, есть амур, есть другие виды рыб, но из запущенных карп, амур и, естественно, щука, на которую сейчас все охотятся. Щуку зарыбляли на прошлой неделе, уже, насколько я знаю, второй раз, а может быть и не второй. На водоеме просто хотела порыбачить еще летом, хотела приехать сюда на карпа. Здесь есть достаточно крупные особи, но из-за того, что не знала, какие здесь условия, как что, и будет ли мне комфортно, из-за этого я сюда не поехала. И вот наконец-то я посмотрю, оплыву полностью всю акваторию на лодке. Вот. В принципе, вижу, что понтоны достаточно близко друг к другу находятся, поэтому если бы мы приехали сюда с ночевкой с собакой, вот смотрите, да, это уже следующий понтон, и вот еще понтон, и вот еще понтон. Если бы мы приехали сюда с ночевкой с собакой, конечно, скорее всего, мы помешали бы кому-нибудь, потому что он бы в воде купался и все дела. Вот столик, скамеечка возле каждого понтончика, кострище небольшое, простые понтончики. Вот. Вода, видите, прозрачная, но дно такое темное. Вот. Почти прошел туман. Не знаю, получится что-нибудь или нет, потому что сказали, что вчера, допустим, тот, кто ловил с берега, не поймал ничего, тот, кто ловил с лодки, поймал 4 щуки, но зато хорошего размера, зарыбили сюда щуку до 3 килограмм. В принципе, места нравятся. Единственное, что, наверное, понтоны слишком близко находятся друг к другу. И если вот ехать, я бы, наверное, я не знаю, один сектор это или нет, но я бы снимала тогда сразу 2 понтона, чтобы никто не мешал. Вот, и ни с кем рядом не находиться. Близко дорога. Слышен все время звук проезжающих машин. Ну, хотя хорошо, что это не трасса, а такая, знаете, как побочная. Вот. Туалеты я вижу есть. Туалеты есть по территории. Вот в начале там туалет стоит на въезде. По середине стоит туалет. И там дальше в конце. Ну что, выплыть выплыли, собраться собрались. Вот. Будем надеяться, что не замерзнем. Блин, какое холодное весло, пипец, оно успело намерзнуть. Сразу нас предупредили, что здесь возле дороги линия высоковольтная, поэтому я отплываю и плыву, естественно, в сторону камыша.
Ловить я собираюсь на спиннинг Shimano Bassmaster. Понравилась это мне палка для твичинга, для ловли щуки. Стоит у меня флюорокарбоновый поводок 0,4. Я его просто сама привязала вот сюда вот узлом таким вот. О, прям собрался лед на леске, на плетенке. Ну и воблер у меня будет Маскот Касадака 110. Тоже забросов 10 сделала, могу сказать одно. Травы воблер мой не собирает. Я обрасываю сейчас камышовую линию. Думаю, что щука может вполне возле нее держаться. Вот. Потому что возле камышовой линии может стоять мелочь, малек. Поэтому пока вот так вот использую воблерок. Сейчас я вам покажу, что у меня есть сегодня с собой по приманкам, по железу. Я собрала здесь себе небольшой наборчик. Вот. И знаете, с чего я хочу начать? С колебалки. Давайте попробуем начать с колебалки, которая сработала по щуке на щарке. Ничего в ней такого необычного нет. Просто такая форма специфическая сказывается на ее игре. Она не идет прямо, даже при простой проводке. Она болтается в разные стороны, то есть как бы скачет. Решила швартануться на груз и поняла, что здесь достаточно большая глубина, поэтому хочу пробовать воблер с большим заглублением. Видите, это рабочая приманка, которая работала у меня по щуке в других водоемах. Давайте попробуем. Ну вот, чтобы вы понимали, это кусок сетки. Просто тупо кусок сетки. Видите? За который зацепился мой воблер.
Вот где-то просто пробую воблером, там, где хорошая открытая водичка. А где-то не грех пробовать и колебалочкой, там, где трава. Медленную проводку делаю. Рыба вообще не активная. Всех рыбачков 2 поклевки. Здесь столько людей было, что это просто пипец. С таких отчетов, как я видела, конечно, не верится, что здесь ничего не клюнет. Уже почти 12 и ни одной поклевки. Ни одной поклевки ни у нас, ни у людей, которых я видела вокруг себя. Взяли эхолот, немножко поэхолотили. Средняя глубина водоема 2 метра, 1,5 метра, довольно хорошая. На дне сейчас почти нет травы, вдоль берега много камышей и растительности, в которой частично и редко показывала какую-то рыбку. Поэтому вполне может быть себе, что все-таки щука прячется в камышах вместе с мальком и другой рыбой. И ест ее там. Вот. Зачем ей выходить, если можно правильно прятаться, спокойно сидеть в траве? Так что нужно обкидывать, я все-таки считаю, конечно, линию травы и искать рыбу там. Только на что? На что? Воблера я уже попробовала, вертушки я уже попробовала. Пару раз даже резину кинула. В общем, меняю туда-сюда все. Может быть, просто выбрать сейчас какую-то приманку и вот упираться в нее и все. Как маслица. Вкусное сальце, ребята. В сале много достаточно. Чего-то много. Чего-то много, что быстро согреваешься. Видите, ребят? Оп, взяла. Есть, ребятки. Уху! Прямо на забросе, ребят. Блин. Ну вот. Первая малышка пришла. Первая малышка на забросе прям сразу же взяла. Вот. Такая вот красотка из травы. Ну вот я и нашла рабочий вариант колебалки. Это колебалка Максима Копцева. О. Не знаю, мне кажется, это щука, не которую сюда запускали, а щука, которая здесь растет. Взяла я ее из травы на блесенькую вот такого вот Максима Копцева. Прекрасно, наконец-то. Первая поклевка за день, первая щучка. Ну, хоть что-то. Видите, щука сразу же клюнула в месте, где я попала ей под нос. На рыбе нету никаких ни пиявок, значит, рыба питается. Значит, до этого мы просто на нее как будто, ребята, не попадали. Понимаете? Что она где-то сидит, спрятавшись, и все, где-то прячется. Есть, ребятки, есть, есть. Да, есть. Хорошая. Хорошая, походу, ребят. Не знаю, сошла, наверное. У меня здесь самый настоящий лед. Представляете?
из-за травы не получилось достать ту щуку, потому что она зацепилась за нее, но она именно в траве и стоит. Поэтому я сейчас вот нашла здесь офигенное пятно без льда и потихонечку начинаю его отбрасывать своей вот колебалочкой. На колебалке у меня стоит один крючок, поэтому он абсолютно минимальный. Может цепляться за траву и очень чаще всего ее обходит, так сказать, стороной. В тот день доловить крупную щуку так и не получилось, но с рыбой остались незаконченные разговоры. Я увидела, что платник собираются зарыблять. Зарыбление сделали в понедельник, и уже во вторник я снова оказалась на воде. По прибытию на место на воде уже обнаружили рыбаков, которые ловили щуку вдоль камышовой линии недалеко от КПП и места зарыбления. На этот раз заморозков и тумана не было. С 2 последних раз стала грешить на спиннинг Best Master Shimano, и поэтому приняла решение попробовать Maximus. Такое. Any ideas? Есть. Видели, ребят, сошла. И снова это сход. Я думаю, это дело не в спиннинге, дело в том, что просто, может быть, из-за того, что приходится проводить ее через траву, вот она цепляется за нее и сходит. Продолжаю продвигаться по траве. Очень удобно вдоль берега идти. Просто плывешь вдоль камыша и обкидываешь травку. То, что вот здесь есть. Только что оборвала колебалку, теперь вот привязываю новичную флюорокарбоновый себе поводочек. Вот эти вот кусачки я заказала на Алиэкспресс, и они шли вместе с комплекте с таким вот тренчиком, что очень удобно и позволит мне сразу, по крайней мере, все это дело не потерять, потому что у меня быстро все теряется, поэтому очень удобненько, конечно, удобненько. Приняла решение теперь поставить неогруженную резину. Довольно тяжелая, поэтому летит хорошо, летит далеко. Ну и она у меня со всяким крючком должна минимально цеплять траву. Оп. Я бросаю прямо в траву. Все. И подождала, подбросила. Подбросила. Видели? Не видели. Была рыба. Атаковала. Видимо. Но мимо.
Ребятки, наконец-то. Наконец-то, ребятки. Хоть какая-то щупакабрина. Поклевка произошла очередная на колебалку. И не крупная, но хоть какая-то. Хоть какая-то щупакабрина. Хоп. Отлично, ребят. Отлично. Самое интересное, смотрите. О. Кто над тобой издевался, мать? Кто тебя так держал? Ох, красота какая. Вот она, красоточка. Ох. Наконец-то. И кто-то ее жрать пытался, видите? О. Есть. И поклевка произошла на колебалочку Максима Копцева. Одну я сегодня оборвала. Но вообще вот на данном этапе я прям попала под камыш. Под вот эту вот стену камыша, что вы видите. И начала медленную проводку, и она клюнула меня. Рыба есть везде. Вижу, как выходит, и она достаточно активна, но просто вот, ну, вот не хочет по каким-то причинам хватать приманку, понимаете? Ее много, но она не хочет. И все равно, что вы думаете на этот счет? И все равно, зарыбляли вы ее или не зарыбляли. Не хочет, и все. Друзья, сегодня вот такая вот щучка одна попалась. Сейчас я ее отпущу. Думала, попадется что-нибудь побольше, но, к сожалению, увы, как есть, так сказать. Оп, сниму перчатку, потому что еще нужно доплыть до места. И вот малышку мы отпускаем. Давай. Оп. Вот такая вот рыбалка получилась. Видите, несмотря на то, что это платный водоем, несмотря на то, что вчера произошло зарыбление его 500 килограммами щуки, ничего такого особенного и сверхъестественного в клеве не наблюдалось. Сегодня реакция рыбы была на колебло и на неогруженную резину. Если вам нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока!